Привет, друзья! Меня зовут Лада, и в этом видео, как и обещала, показываю, как сделать вот такой цветок из фетра. Он очень похож на пуансетию, и служит он у меня главным украшением к новогоднему венку. Делается просто, а смотрится довольно интересно. Список всех материалов, которые использовала в работе, смотрите в описании под видео. Итак, начинаем. Из бумаги заранее вырезала 3 заготовки – большой, средний и маленькие лепестки. Размеры произвольные, на глаз. Если вы хотите цветок очень большой, то, конечно, вырезайте эти заготовки большие. Для работы беру тонкий фетр 2 цветов – красный и зеленый, и из этого фетра вырезаю заготовки лепестков по бумажным эскизам. Можно заранее обвести все заготовки на фетре или, как я, вырезать на весу. Для этого цветочка понадобится 5 больших, 5 средних и 5 маленьких лепестков красного цвета и 3 больших лепестка зеленого цвета. Еще можно на лепестках сделать вот такие засечки, это придаст интересности. Беру иголку, сделала двойную нитку, на конце узелок. Нитки взяла здесь контрастного цвета только для того, чтобы вам были видны все мои действия на камеру. Определяю, где у этого лепестка будет лицевая и изнаночная стороны. С изнаночной стороны продеваю иголку, делаю первый стежок, второй стежок, стягиваю немного это место, придерживаю стяжку пальчиками и делаю стежок назад, как бы закрепляю эту стяжку. И так повторяю несколько раз. Стягивать сильно не обязательно, только слегка, чтобы лепесток стал немного фактурным. Вот столько лепестков у нас получилось, и сейчас я их буду собирать вместе. Из фетра вырезала такой кружок, на него буду это все пришивать. Нитки у меня здесь также контрастного цвета, чтобы вам были видны все действия, но желательно взять нитки под цвет лепестков. Больших лепестков у меня 5 штук, и их нужно равномерно распределить на этом кружочке. Укладываю первый лепесток на кружок и пришиваю. Пришиваю второй лепесток. Пару стежков достаточно будет. Первый ряд больших лепестков у нас пришит. Теперь пришиваем второй ряд уже средних лепестков. Располагаю лепестки посередине больших и пришиваю. Второй ярус лепестков средних у нас пришит. Теперь пришиваю маленькие лепестки. Кстати, пока я это все собираю, напишите в комментариях, из каких материалов вы чаще всего делаете декор на своих изделиях. Мне будет очень интересно почитать. Пока получается вот так, и сейчас настало время зеленых листиков. Их можно было пришить и сначала, но я это делаю в конце, мне так проще. Пришиваю листик на подложку. Пару стежков достаточно будет, и пришиваю так остальные 2 листика в тех местах, где они наиболее выигрышно смотрятся.
Вот что пока получается у нас на этом этапе. Теперь займемся сердцевиной цветочка. Для этого я подготовила небольшие бусины, они чуть больше бисера, но можно и бисер взять, и что-нибудь еще другое на ваш выбор. Пришиваю бусины в серединку. И цветочек готов. С изнанки можно наклеить кружок из того же самого фетра, и вся эта красота закроется. Надеюсь, вам понравилась эта идея и видео. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, смотрите другие видео на канале. Вдохновения, с наступающим! Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!